Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня хочу поделиться с вами необычной техникой работы с гипсом – имитация камня. Покажу несколько идей для декора дома. Также эта техника подходит для работы с детьми. Для работы понадобится гипс, песок, вода, пластилин, различные камушки, ракушки, клей ПВА. Я нарисовала силуэт рыбки. Ссылка на него в описании. Положила его в пакет так, чтобы можно было использовать повторно. Из пластилина строю заборчик. Высота примерно 1,5 сантиметра. Этот проект очень летний, и делать его лучше всего не в помещении, возможно, даже на пляже. Внутри формы насыпаю слой песка, так, чтобы песок закрыл полностью дно. Песок необходимо увлажнить. Теперь я беру элементы декора и при помощи пластилина как бы приклеиваю их к дну формы. Прикрепляю лицевой стороной вниз. У меня кусочки кораллов. Проверяю, какая сторона мне больше нравится. Этой стороной вниз прикрепляю их к форме. В самом узком месте, где хвостик, лучше ничего не приклеивать. Вокруг стеклянного камушка глаза можно прорисовать бороздку. Поверхность песка должна быть рельефной. Теперь буду разводить гипс. Я беру на одну часть воды 2 части гипса. Тут у меня полстакана воды и добавляю еще несколько ложек клея ПВА и хорошенько размешиваю. Постепенно добавляю гипс и все время размешиваю. Смесь должна быть как густой йогурт. У меня на эту рыбку ушло чуть больше стакана гипса. В смесь добавляю примерно 3-4 ложки строительного песка. Морской добавлять не стоит. Я работаю на улице. Ну вот и пришло солнце. Но работу необходимо закончить. Мы с солнышком просим прощения за качество съемки. И заливаю форму. Сверху посыпаю небольшим количеством песка. Не забыла самое главное. Необходимо вставить коктейльную трубочку для дырочки. Теперь оставляю все до полного затвердевания. Гипс должен нагреться, затем остыть, и форму можно снимать. Я ждала, пока не ушло солнце. Этот пластилин можно будет еще раз использовать для построения формы. Теперь займусь археологическими раскопками. Это самый интересный этап работы. Понадобится какая-нибудь жесткая кисть или старая зубная щетка. Теперь, наконец, можно убирать пластилин и открывать красоту. Края можно чуть зашлифовать наждачкой.
Заготовку также можно хорошенько промыть под струей воды. Окрашиваю очень крепким растворимым кофе. Для подставки под свечу или кашпо я взяла небольшую пластиковую коробочку. Наполнила ее песком, теперь песок нужно смочить и хорошенько перемешать, так, чтобы он полностью пропитался водой. Вот из такого песка на пляже лепят замки. А я буду лепить куличик. Вокруг куличика посыпаю песком. Песок также необходимо смочить. Освобождаю от песка поверхность и прикрепляю при помощи пластилина стеклянные камушки лицевой стороной вниз. Для создания рельефа можно воспользоваться крупной солью, не только песком, но моя крупная соль не такая уже крупная. Разбрасываю кусочки мокрого песка на сам куличик, а также вокруг него. Гипс замесила точно так же, как и в первом случае. На одну часть воды 2 части гипса плюс клей ПВА и строительный песок. Морской песок в гипс не добавляют. И заливаю форму. Стараюсь залить так, чтобы края с камушками были полностью прикрыты слоем гипса. Вообще нежелательно поправлять руками, но мой гипс получился очень густой и плохо растекался. Сверху посыпаю небольшим количеством песка. Когда гипс полностью застынет, очищаем заготовку от песка. При помощи старой зубной щетки и струи воды удалось как следует очистить заготовку. Покрыла слоем лака для защиты от влаги. Хочу сделать еще несколько таких рыбок для декора в ванной. Эту вазочку буду использовать как подсвечник. Я даже нашла для него подставку. Старую крышку от самовара. Или как кашпо для растений. Можно сделать кашпо побольше, например, для такой вот подставки. Можно обойтись и меньшим количеством песка. Форму необходимо завернуть в полиэтиленовый пакет или лучше в фольгу и посыпать сверху песком. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Напишите, знакомы ли вы с данной техникой имитации камня. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!